Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале про NFT Games, и сегодня мы поговорим о фэнтези-футбольном менеджере Sorare. И у нас в гостях один из самых топовых экспертов по этой игре, Байл, который в режиме интервью расскажет нам про все тонкости проекта и самое главное, как и сколько тут можно заработать. Ну что, готовы? Тогда начинаем! Байл, ну давай, расскажи немного о себе. Всем привет, друзья! Меня зовут Игорь Байл. Я уже как 4 года практически, нет, 4 это много, наверное, 3 года там с копейками, участвую в проекте Sorare. Я в нем почти с самого старта его, с бета-тестирования. Меня туда пригласил мой знакомый, я посмотрел, поиграл, вроде понравилось. И в дальнейшем начала развивать российское комьюнити. То есть до месяц назад, даже нет, уже 2 месяца назад, я завершил свою амбассадорскую программу. До этого я был амбассадором Sorare в России, то есть я помогал развивать комьюнити. Сейчас уже оставил эту должность и переключился уже на личный опыт и личный бренд, можно так сказать. Мгм. Ну, от себя еще добавлю, у Байла есть тоже свой канал, очень хороший контент. Я вот сам прям, когда про эту игру узнал, сразу попал на канал, и очень много информации, очень четко. Все ссылочки оставлю я в описании. В общем, ребят, заходите, смотрите. Очень много полезного контента, вот именно прям по Sorare. Ну, давай теперь немножко про саму игру. Скажи, для кого вот подходит Sorare? Вот, ну, обязательно ли быть каким-то футбольным экспертом или достаточно там каких-то поверхностных знаний? А вот люди, кто вообще далеки от футбола, но хотят здесь что-то заработать и так далее. Ну, для кого Слушай, подходит? ну вообще проект доступен всем, да, то есть тут нет такого разграничения, если ты не шаришь в футболе, никогда его в жизни не смотрел, то все, у тебя ничего не получится. Да, это весомый такой показатель, если ты смотрел футбол и разбираешься в нем, у тебя есть небольшой плюс, то, что ты можешь чуть повыше стартовать. Если же рассматривать этот момент как инвестиция и попытаться разобраться, да, как бы здесь в принципе работает статистика. Здесь не работает так, как играют менеджеры, не работает, как играют футболисты. То есть если посмотреть фильм «Манибол», да, там по тому же бейсболу, по факту там команду к успеху привел человек, который по факту не разбирается в бейсболе. Поэтому можно посмотреть на статистику, сравнивать статистику и за счет этого играть. Если же добавить сюда еще футбольную нотку, что мы смотрим постоянно футбол, да, там анализируем, то это добавляет еще плюс. Да, потому что Sorare – это такой некий симбиоз фэнтези-футбола и футбольного менеджера. Поэтому если человек просто смотрит футбол, то все равно у него будут какие-то те или иные ошибки, да, в покупке игроков, потому что скоринг у них другой. Если человек играл в фэнтези-футбол, то здесь абсолютно другой скоринг, и игрок, который мог в фэнтези-футболе приносить там много очков, то здесь он будет, наоборот, не приносить много очков, потому что в фэнтези-футболе он гол забил, да, все хорошо, там, или отдал много передач голевых, все супер. Но в Sorare, допустим, это будет по-другому смотреться. Также и в статистике, то есть мы берем статистику, вроде как и смотрим ее, вроде все хорошо, по факту, да, там футболист может играть плохо, но приносить много очков в Sorare. То есть можно увидеть прям весомый показатель, если мы откроем там бельгийский чемпионат, будет стоить футболист по трансфер-маркт там, $500 тысяч, но он будет скорить очень много, и там уникальная карта будет стоить те же $500 тысяч. То есть по факту 1 к 1. Можно посмотреть того же, там, не знаю, какого-нибудь звездного игрока, например, Криштиану Роналду. То есть Криштиан будет приносить, ну, столько же очков, как средний игрок, да, потому что уже возраста, плюс он меньше начал скорить, ну, будет приносить там 60-50 очков тебе каждый геймвик. И стоить он будет тоже много, но он в реале стоит больше, чем будет стоить там в том же Sorare. Уникальная карта, если мы ее рассматриваем. Поэтому здесь
как бы главное погрузиться в проект, понять, как он устроен, и после этого уже можно какие-то движения совершать. То есть не обязательно, что кто-то должен вот прям быть фанатом футбола, да, там, жить на ставках, жить там фэнтези-футболом или просто жить футболом. Поэтому здесь все довольно-таки легко и просто. Ну, отлично. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, вот сколько стоит вход в игру? Какая окупаемость? Сколько можно заработать? Потому что этот вопрос сейчас вот мне лично постоянно все задают, любое там видео или еще что-то сразу. Сколько стоит вход? Сколько заработать? Ну, вот скажи так, минимально, а вот, ну, сколько комфортно, ну и вот так вот, скажем, уверенно. Ну, тут на самом деле сложно сказать, сколько стоит вход, потому что есть хорошие кейсы, когда люди заходят, допустим, с 50 долларами, да, и раскручиваются это на торгах. Если мы рассматриваем чистую игру, то минимальный вход будет стоить, ну, примерно, наверное, 0,15 эфира. То есть это желтые карты, чтобы купить себе каких-никаких там голкиперов, защитника, полузащитника, нападающего и экстра игрока. Если рассматривать более комфортный такой вариант, это пол эфира, это чтобы уже средних игроков купить. Ну и прям шикарный вариант, это тоже по желтым картам мы рассматриваем, купить всех звездных футболистов, ну или около звездных. Мы там не берем в расчет Мбаппе, Холланда и прочих игроков, которые стоят по одному эфиру желтая карта, а рассматриваем, там, например, если МЛС, то это там Джозеф Мартинес, Андре Блейк, то есть и подобных игроков, то это, наверное, в районе одного и трех эфиров. Мгм. Ну, то есть, короче, можно как и с 50 долларами там условно стартовать, да, так и там посидеть. Ну, а вот с 50 скажи, вот, ну, допустим, люди, потому что часто спрашивают, особенно малобюджетные, ну, вот у кого мало бюджет спрашивают, а вот, ну, с 50 долларов я начну, а на что рассчитывать могу, допустим? Ну, если я вот там разберусь, там потрачу время, проанализирую и так далее. Ну, примерно хотя бы, понимаю, тут как бы от случая зависит, но все равно. Ну, слушай, тут прямо нельзя сказать, да, то, что ты вот зайдешь сегодня, да, вот если мы возьмем обычные play-to-earn игры, да, там уже все фиксировано. Мы зашли в Axie Infinity, мы получили там 50 SLP, да, потом их конвертировали, там оно стоит там 1 цент. Да, зашли в Степан, отходили там 10 энергии своих, заработали там 100 этих GST и там обменяли их там по курсу 0,4 там, доллара на 40 баксов. То есть здесь нет такого. Здесь мы покупаем игрока и перепродаем его. То есть на 50 долларов единственный вариант, который есть, это перепродажа. То есть мы купили игрока, посмотрели, проанализировали. Главное его не купить там на каких-нибудь хаях по игровым, да, там показателям. Также не купить наверху рынка. То есть купить его где-то средненько, либо внизу и перепродать его. Ты можешь перепродать там его X2, если вдруг это был какой-нибудь резервный голкипер, вдруг он вышел в стартовый состав и закрепился в нем. Да, то есть вот дело случая. Сегодня я купил, а завтра, не знаю, Хоуэн, да, из того же Витаса убрал Шуберта из стартового состава. В итоге Хоуэн вскочил, в цене Шуберт упал. То есть если на такое попасть, то можно сделать сразу там, X5 за 2 дня. Если рассматривать более реальный вариант, то это там 5-10% наценка, раз в день, раз в два продается игрок, если он куплен по адекватной цене для перепродажи. Мгм. Ну, то есть, условно говоря, ну, понятно, да, от случая все зависит, там, как повезет, как это. Ну, вот так, в среднем из практики, примерно, ну, грубо говоря, полтос я вложил, ну, и где-то там, ну, неделю по 5, по 10 долларов. Ну, при хороших, скажем так, стечении обстоятельств я могу где-то на торговле зарабатывать, правильно? Ну, так. Да, если при этом сидеть плотно на торговле, все просматривать, все анализировать, то 5-10 долларов с 50 долларов в неделю это реально сделать. Но опять-таки это не так, то что, я пошел сейчас вот этого игрока купил и сел вот так вот на пляже коктейликом жду. Нет, тут надо постоянно что-то смотреть, искать, также, возможно, делать какие-то выгодные обмены, да, потому что менеджеры, многие накупят игроков, эфира нет, хотят там усилить тем или иным игроком состав и предлагают там обмен. То есть можно наменяться, вот как был там челлендж вот этот
со скрепки получая дом, по факту то же самое можно сделать и карточкой. Купил там какого-нибудь корейца, который в защите играет, тебе прилетел там оффер на полузащитника, ты его принял, потом там и так далее. То есть меняешься, меняешься, меняешься. Где-то продаешь, где-то меняешь. Главное, чтобы это было просто выгодно. Понятно. Ну, в общем, по заработку тогда подведем итог, если вкратце, то два варианта. Торговля, начинать можно от $50, ну и вот там крутиться, вертеться. Или же команда, сколько ты сказал, 300, да? 15 сотых ты сказал эфира, да? Это там что получится? Ну, где-то Да, ну это, грубо говоря, сейчас там $200, там 250, наверное. Мгм. Так, Смотреть. ну, супер, давай дальше тогда. Ну, скажи вот для новичка, вот человек, который, допустим, вот только узнал, Sorare, вроде проект серьезный, проект солидный и так далее, уже много лет на рынке. Хочу попробовать. Вот ты что посоветуешь новичку, с чего начать? Поиграть белыми картами и понять вообще, как устроен проект. Потому что очень много новичков просто приходят, не разобравшись или где-то услышав, что здесь вау, как круто, заносят сюда свои кровные деньги, покупают не пойми кого, не пойми за сколько, потому что слышат, о, сейчас я получу там бесплатную 6-ю карточку по реферальной программе, то, что я зарегистрировался. Ну, все в надежде, что вау, сейчас будет тупая, там, крутая карточка. В итоге расстраиваются, потому что она стоит там 20-30 баксов, а они переплатили там баксов 100 за это, за этих игроков, за то, что они их закупили. То есть нужно всегда подходить головой ко всем аукционам, потому что есть, так сказать, не знаю, лудоманы какие-то аукционные, да, которые там могут бороться и не обращать внимание на вторичный рынок. То есть нет такого сейчас, что аукцион 100% выгоднее покупать или же вторичный 100% выгоднее покупать. Всегда можно и на аукционе найти дешевого игрока, можно и на вторичном рынке найти дешевого игрока. Но прежде всего Sorare – это фэнтези-футбол. Да, то есть это скоринг игроков, больше всего влияет. Нет такого, да, то, что там, на чемпионате мира блеснул какой-нибудь Марио Балотелли, и его все скупили. Нет, за это тут мало кто что покупает, тут покупают защиту. Поэтому разобраться в скоринге, понять, как вообще устроен этот проект на белых картах, плюс сейчас там есть отличный бонус в виде 100 первых мест получают желтые карты, поиграть там неделю-две, и в дальнейшем уже можно задумываться о покупках других игроков, там, желтых, красных, синих, у кого на что хватит бюджет. Понятно. Ну, еще от меня лично совет новичкам, это вот посмотреть канал Байла, там очень много крутых, на самом деле, уже говорил, еще раз повторю, видосов, там все по полочкам, все грамотно. Поэтому вот так вот, ребят. Дальше. Скажи, почему выгодно заходить вот именно прямо сейчас? Ну, во-первых, как я и сказал, на белых картах у нас есть теперь 100 призовых мест, да, желтую карту можно получить халявно. Это первое. Второе, сейчас, если мы заходим, то до 8 июля, если я не ошибаюсь, можно получить будет Тир-2 карту из МЛС, да, за реферальную программу. То есть по ссылочке регистрируетесь и покупаете 5 карт с аукциона и получаете Тир-2 МЛС. Ну, Тир-2 МЛС, если молодой игрок попадется, да, какой-нибудь, в дальнейшем в перспективе он может вырасти в большую цену. Но если, допустим, попадается тот, который уже, ну, грубо говоря, уже будет только регрессировать, то можно его хотя бы продать баксов за 25. То есть весьма неплохой вариант для старта. Это вот второе. Третье. Сейчас идет прям масштабное падение всего крипторынка. Мы уходим там в криптозиму, и как бы у всех состояние в долларах теряется. Администрация ввела уже сейчас привязку призов к доллару. То есть неважно, сколько ты получаешь, да, там сколько сейчас курс, но есть весомый показатель в плане трэш-холдов, это в красном дивизионе All-Star и вообще во всех призовых, то есть один эфир равен $2500. То есть, грубо говоря, если ты занимаешь первое место, приз был там один эфир, сейчас эфир подешевел там, вдруг за сегодня сделал свечку там, до $1000, то ты все равно получишь там $2500 за этот эфир, и, грубо говоря, ты получишь не один эфир, а 2,5 эфира. То есть это вот третий вариант. Поэтому сейчас самое топовое время заходить. Ну и плюс сейчас межсезонье, в котором можно набрать игроков интересных, которые будут переходить в те или иные клубы, и на этом еще заработать.
А вот насчет межсезонья как раз, скажи, вот сейчас, ну, европейские чемпионаты как бы уже все закончились, ну, и игроки, скорее всего, чуть подешевле. Вот у меня теперь вопрос, а если их сейчас, вот заходите сейчас покупать европейских игроков, а потом, когда карточки нового сезона, они когда, кстати, в сентябре, наверное, да, выйдут или там в августе, когда Ну, карточки нового... обычно карты нового сезона выходят спустя месяц-полтора после старта чемпионата, если у клуба продолжается лицензия. Если нет лицензии, то эти карты не выпускаются. Но смотри, они чуть-чуть, может быть, подешевее, да, но опять-таки, если мы сейчас покупаем игроков, которые хотим, что в старте будут, естественно, они сейчас не самый пол, но и не самый хай. То есть это где-то между ближе к полу, но не средняя даже цена игроков на Европу. Мы их покупаем сейчас, чуть-чуть прокачиваем. В дальнейшем новые карточки выходят, естественно, они там потеряют, ну, может, 5% стоимости, разница будет там 5%, 10% для более дешевых от новых карт. То есть, по факту, мы купили там сейчас за 0,1 эфир состав, он у нас вырос там до 0,15, и мы теряем на этом 10%, ну, 1,35. То есть, по факту, 1,35 и 1 эфир, ну, мы заработали там 25% сверху и просто 5% из этих 25 потеряли. Поэтому сейчас, мне кажется, это наилучший вариант покупать. То есть с каждым днем цены, естественно, все больше и больше и больше становятся, потому что лиги возобновления все ближе, ближе и ближе. И, естественно, чем ближе старт, тем больше спрос на игроков. Понятно. Теперь вот такой, смотри, вопрос. Насчет, там, в августе, да, по-моему, хотят отвязать от эфира трэш-холды, все к доллару привязать. Ну и вот я лично, когда эту новость услышал, обрадовался. Расскажу почему. Потому что, ну, у меня как бы этот проект не единственный, да, у меня там около десятка там проектов разных игровых, там и всяких там в криптомире, да, в которых я инвестирую, там участвую. И когда вот начинается криптозима, падение, ну, все падает, и все проекты, соответственно, падают. Нет такого, что один падает, а остальные там держатся. Ну, оно все сразу падает. Вот, и когда я узнал, что Sorare будет как раз к доллару привязан, я прям обрадовался, думаю, ну, хорошо, когда все будет падать, а тут как бы такой стабильный доход в долларах, да, ну, как-то идет, да, не привязан к этому всего. Вот для меня это хорошая новость была. А с другой стороны, смотрю видео на ютубе, там других экспертов слушаю, они как-то вроде недовольны этим. Вот ты что думаешь по этому поводу? Ну, слушай, я уже сказал, да, то, что администрация проекта сделала раньше времени, это нововведение. То есть уже сейчас мы там зарабатываем на трэш-холдах не 1/100, 2 сотых, а там 0,15, ну, получается 15 тысячных и там 3 сотых. То есть уже идет привязка к доллару, что весьма неплохо. Что касается других экспертов, ну, с какой стороны на это посмотреть? То есть с первой стороны, если мы посмотрим, что идет привязка к доллару, это, следовательно, игроки больше начинают привязываться к доллару. Да, то есть идет более стабильный курс. Если раньше мы рассматривали инвестицию как в эфириуме, и при этом мы зарабатывали эфириум, то сейчас игроки больше будут привязываться к доллару. Да, и там образный МБП, который будет стоить там 25 тысяч долларов, сегодня он будет стоить там 10 эфиров, завтра он будет стоить там 50 эфиров, то есть уже будет больше ориентация к доллару. Но это на самом деле не критично, и это очень хорошо, да, потому что такая получается, ну, Sorare сделала дефляционный продукт вот именно с этими трэш-холдами. То есть пока у нас эфир меньше 2,5, это топ. Когда эфир будет там 5000 стоить, тогда это будет уже Все очень скажут, блин, плохо. лучше бы на эфире было. То есть поэтому смотрим, как будет. По факту сильно ничего не меняется. Единственный плюс для людей, которые сейчас сидят на крипторынке, в плане того, то, что по факту они могут более-менее зафиксировать свою сумму по 2500 за один эфир. То есть если у кого там эфир свободный лежит, и он боится, что сейчас все потеряет, и эфир уйдет вслед за Луной, то лучше тогда это все дело заливать в Sorare и покупать игроков. Понятно. Расскажи еще про вот свой проект. По-моему, недавно, да, совсем ты запустил, про свои услуги, какие услуги вот ты людям оказываешь, как это все выглядит.
Меня вот, например, очень, я вот как только увидел, заинтересовало сразу, я вот к тебе обращусь, наверное. Да, проект в массы вышел буквально недавно, он еще в таком бета-тестировании, сайт выглядит еще не совсем презентабельно, как мне бы хотелось. Также там есть пару юридических вопросов, которые также сейчас они решаются. То есть до этого была, так можно сказать, закрытая, да, версия всех этих услуг, потому что до этого там не было какого-то масс-маркета, когда я предлагал свои продукты людям, а именно там, был запрос там, от футболиста, которому хотелось поиграть, я за него там, дистанционно вел его аккаунт, говорил, что ему куда ставить там, в определенное время. Да. А сейчас же это мы уже, ну, любой человек может воспользоваться, то есть это самые банальные услуги, которые только могут быть, от курсов. И у меня, конечно, сначала была мысль записать курс, но потом, ну, я не особо сильно люблю вообще какие-либо курсы, потому что по факту ты можешь открыть YouTube и найти это все дело, и это просто инфо-цыганство называется. По-другому это не описать. А Sorare было бы тоже инфо-цыганство, если бы я бы записал какой-то курс, но и просто минус к репутации. Поэтому у меня там 3 продукта, у меня команда, то есть первый это персональная консультация, если человек хочет более углубиться в проект, ему интересен этот проект, но он не понимает, с чего его начать, как бы welcome, пожалуйста, как бы двухчасовая консультация стоит 5000 рублей, говорим обо всем, рассказываем все, легко и просто. Дальше аудит составов идет. Эта услуга у нас стоит 15 тысяч рублей. За аудит составов что туда вообще входит? Это полная аналитика состава, которая есть. То есть мы разбираем каждого игрока. Стоит его держать, не стоит его держать. Будет он играть, не будет он играть. Потом также сильные стороны этих игроков всех описываем. Примерно, когда его продать надо, или же наоборот его дальше держать надо. Дальше мы вырабатываем стратегию игрока, да, потому что многие менеджеры играют просто без стратегии, выбрали, у меня вот сегодня геймвик, есть игроки, супер, сегодня не играю. А там через неделю чемпионат заканчивается, игроков нет, и я в судорожном порядке, теряя бабки, буду искать каких-то игроков. То есть как раз вот эту проблему мы закрываем в плане того, что мы прописываем прям долгосрочный план, да, там на полгода, что вот тебе надо, к чему готовиться, какие игроки в тот или иной момент тебе пригодятся. Ну и третий вариант – это сборка составов под определенной стратегии, потому что многие менеджеры пришли, накупили себе полной хрени игроков, да, там, хотя они стоят и дорого, но менеджер просто там, если выиграет тир-3, уже хорошо. Или там он фармит трэш-холды составами за 3 эфира, которые, можно реализовать более интереснее. И мы пересобираем составы, то есть которые на данный момент и которые будут в дальнейшем приносить весьма неплохой доход. То есть вот эти главные составляющие, которые входят в аудит. Ну и третий вариант – это самое все обширное, называется это персональный ассистент. Мы работаем с портфелем в Sorare удаленно, то есть мы не имеем туда доступа, да, нам не нужны никакие пароли, там, явки, ключи приватные и так далее. То есть мы дистанционно управляем вашим аккаунтом, говорим, этого надо купить, этого продать, вот этот состав поставить. Также туда входит и аудит. Цена вопроса – это 25% от наградного пула. То есть мы не берем каких-то там фиксированных взносов, потому что нам интересен результат. То есть если есть результат, тем больше наш доход. Поэтому персональный ассистент начинается с 3 эфиров, должен быть состав, и мы начинаем прорабатывать это. Слушай, очень здорово. На самом деле мне очень, заинтересовали услуги. Вот просто расскажу за себя. Я на самом деле тоже про Sorare узнал где-то в феврале. Начал изучать, там смотрел видео, вникать, все эти правила, пытался какую-то команду собрать. Но я понимаю, что просто если этим заниматься, это надо постоянно заниматься и анализировать, иначе там результаты какого-то не добьешься. Я вот все как-то откладывал, откладывал, думаю, ладно, европейские чемпионаты закончатся, потом там займусь, короче говоря, все проанализирую.
Вот, и у тебя получается такая программа, ну вот лично мне очень хорошо подходит, потому что я там, ну, готов, может, что-то там проинвестировать и так далее, а времени как раз-таки у меня этим всем нет заниматься. Ну и вот скажи про, вот как раз про персонального и ассистента. Вот, а как прибыль будет учитываться, например? Это чисто вот награды или, допустим, ну вот каких-то игроков подешевле купили, подороже продали, это тоже считается. Там какая-то табличка у вас. Ну как вот сам процесс будет? Куда инструкции будете присылать, когда, в какой форме там и так далее. Ну, смотри, что касаемо составов, да, там, цены, прибыли. Давай так, смотри, прибыль, как она будет делиться. Первое, это трэшхолды, которые по факту эфир уже известен, да, ты получил там 50 Мгм. баксов за это, значит, будь добр, там, сколько это получается? Ну, 25%. 15, ну, 25%, сколько это там, 15, там, 16, 17,5, что такое, баксов ты отправляешь в обратную сторону. Что касается наградных карт, если это желтые и красные, то они рассматриваются по определенной системе в плане того, что мы можем зайти с rare data и всегда увидеть, сколько была последняя продажа адекватной этой карты. То есть Мгм. среднюю цену мы всегда можем узнать. Да, и поэтому как бы приз поделится на эту стоимость, которая есть. Если это синяя карта или уникальная, то здесь уже идет высчитка из средней стоимости, потому что синие карты это с уникальными немного сложный инструмент. Средняя цена на дате отображается, естественно, криво, да, потому что если мы возьмем там игрока, которого один раз продали за 0,1 эфир, и игрока продали там за 1 эфир. В итоге игрок будет в среднем стоить там 0,55 эфира, когда по факту у него цена там 0,1 эфир. То есть здесь мы высчитываем подобных игроков, предоставляем цену, да, говорим там, допустим, ну, не знаю, Илья Кутепов синий будет стоить там 0,3 эфира. Хочешь, готов, можешь за эту сумму продать его. Да, там, либо нам монетку вернуть, либо мы можем за эту сумму у тебя его выкупить, если ты как бы не хочешь его продавать там, или держать и тому подобное. То Мгм. есть в плане финансовой в таком формате это все. А, Плюс мы с менеджеров берем небольшую предоплату. Это в знак гарантии того, что как бы, человек просто не воспользуется случаем, да, потому что по факту мы делаем тот же аудит состава, та же персональная консультация, весь этот подбор, и человек может просто прийти и сказать: ребят, вот у меня 5 эфиров есть, давайте мне это все сделайте. Ты ему делаешь это, там убиваешь время команда твоя убивает, да, потому что там как бы я один это точно не вывожу, сидят два еще менеджера топовых из русского комьюнити, даже, ну да, топовых, вот, и это все обрабатывают там в той или иной степени, заносят это, и поэтому будет предоплата. Мгм. Также это немного смягчает менеджера в плане чего? В плане того, то, что ему не надо париться там, вот я выиграл карту, мне надо ее теперь продавать, потому что мне нужно отдать процент. Нет, такого нет, там внес предоплату небольшую, эта предоплата у тебя разбивается на все там 25%, когда э, идет твой заработок. Если как бы ты не хочешь больше с нами работать, ты, естественно, всегда можешь вернуть предоплату, потому что мы работаем по чекам, с чеком приходишь, говоришь, мне нужно это все вернуть, естественно, там все это высчитываем и возвращаем. Что касается, как эта информация будет поступать. Эта информация поступает, в принципе, в любом удобном мессенджере. Наибольшая вероятность это Telegram. Все им пользуются, и как бы функционал Telegram спокойно позволяет. По составам мы собираем состав, скидываем на него фотографию, что за состав должен быть у тебя, да, там показан, там, образно говоря, Акинфеев, Игнашевич, там, Березуцкий, там, не знаю, Тихонов и Титов. Все. Ты увидел твои карты, все, зашел быстренько поставил. То есть вместо того, чтобы тебе сидеть там, искать этих игроков 20-30 минут, чтобы просто их собрать в состав, если у тебя там галерея больше 100 карт, то здесь ты просто в поисковике вбил там определенную фамилию, поставил, капитан нажал, и все, и со свободной душой идешь отдыхаешь, а не смотришь, есть у кого травма, нет у кого травмы. То есть все составы мы отправляем там с каждым менеджером персонально. Кому-то надо мозг промывать в плане того, что там, допустим, геймвик начинается,
в пятницу, и ты уже со вторника ему скинул эти все составы, и давай, ставь, чтобы главное поставил, да, там, до пятницы успел. В пятницу там есть, естественно, корректировки, потому что футболисты имеют свойство ломаться, получать микротравмы на тренировках, да, или что-то там, какие-то праздники в Южной Америке любят на свадьбу уезжать люди просто посередине игровых недель. То есть эти корректировки все вносятся и выставляется состав. То есть также в договоре прописано о том, что если менеджер, который пользуется услугами, вдруг по той или иной причине не выставил состав, но который ему скинули в дальнейшем, и этот состав зашел в большие призы какие-то, то менеджер должен, естественно, возместить 25%, потому что, ну, как бы работа выполнена, состав собран, и заработок, грубо говоря, для менеджера потерян. Тем самым как бы это дополнительный толчок к менеджеру, чтобы он не пропускал геймвики. То есть был случай, когда мы собрали состав, он зашел в топ-2, но человек его просто не поставил в заявку. То есть и тем самым, топ-2 это был чемпион Европы, то есть, грубо говоря, потенциально Мбаппе был упущен. То есть за второе место тогда дали Чиро Иммобиле. То есть Чиро Иммобиле улетел никуда. После этого мы решили, как бы, ну, раз пропускаешь, значит, будь добр, возместить. И плюс, ну, опять-таки говорю, всегда для нас толчок, да, для людей, мы уж так привыкли, это удар по карману. То есть все, что денег не касается, мы можем на это забить болт. Когда тут угроза денег, то мы сразу это начинаем делать. Блин. Понятно. Ну, давай немножко про составы поговорим. То есть, ну вот скажи, например, на $300, ну, у человека $300 есть. Вот какой бы ты ему состав вот сейчас порекомендовал собрать? Ну, наверное, это желтый будет состав, да? Скорее всего. Ну, естественно, желтые карты надо собирать из одного дивизиона, потому что ты максимум собираешь там 5 карт, и вдруг, если у кого-то нет игры, то эта игровая неделя пропускается. То есть сейчас, в данный момент, лучше рассматривать команду какую-то из Южной Америки, то есть брать это Аргентину, ну, естественно, не River Plate, потому что там игроки стоят дорого, а что-то поскромнее, там Куиба какая-нибудь из Бразилии. То есть, ну, подобные клубы собираются, можно как раз на $300 собрать. Можно туда добавить МЛС. То есть игроки там есть недорогие, которые в принципе, приносит вкусные очки. В Европу сейчас смысл лезть я не вижу. Почему? Потому что, конечно, цена подрастет в момент старта, но мы тогда пропустим с этими $300 тот момент, что мы потеряли 2 месяца практически, потому что основная Европа начинает там в середине июля, в конце июля, да, там в начале августа. То есть, ну, если на момент записи видео смотреть, то это, да, почти 1,5 месяца до старта. То есть 1,5 месяца мы сидим, ковыряемся в носу, когда есть вероятность, что нам прилетит там 2-3 карты довольно-таки таких средних, которые мы можем в дальнейшем перепродать. Короче, сейчас там Южную Америку берем, и там ближе, скажем, к августу, к сентябрю их можно будет продать и купить каких-нибудь европейцев, правильно? Ну, грубо говоря, да, то есть, естественно, Европа взлетит в цене, да, к моменту старта, но как бы это та цена, за которую мы попробовали сейчас улучшить, да, там, свои финансовые показатели. То есть, если мы просто рассматриваем для игры, то, естественно, сейчас лучше закупать тогда Европу, она дешевле. Но за эти 1,5 месяца неизвестно, что произойдет с твоими игроками, да, которых ты купил в Европу. Вдруг он там сейчас на сборе начал играть и, там, не знаю, кресты порвал в тренировочной игре. Все. То есть тебе этого игрока надо срочным делом куда-то девать, что-то с ним делать, а он улетел в цене. Поэтому сейчас покупается лучше всего Америка. Да, там можно поэкспериментировать с Азией, но я не любитель азиатской лиги, потому что там люди, как в Бермудском треугольнике, они могут играть, но потом чудным образом пропасть из состава там на 3 недели, и потом чудом опять вернуться, сказать: «Здрасте, я ваша тетя». Понятно. Ну, скажи, а вот для тех, у кого побольше бюджет, ну, скажем, ну, $2000 для них,
Что порекомендуешь, как? Ну, на $2000 лучше заходить уже в красные карты, да, то есть, ну, как, опять-таки, это я смотрю со своей колокольни. То есть $2000 для желтых это вау, как круто. Да, если мы не рассматриваем, конечно, чемпион Европы, потому что там вау, как круто, начинается там, от $3000, а то и побольше. Да, там челленджеры, All-Star, то есть можно туда подобрать очень неплохие составы, которые будут конкурентоспособны и приносить хорошие призы. Но шанс ошибки, да, то есть в красных это уже средние игроки на $2000, и шанс ошибки там больше. То есть поэтому если это прям самый-самый новичок, который только пришел в проект и готов вот выложить котлету из $2000, то лучше зайти в желтые, потратить даже чуть меньше $2000, но попробовать поиграть, ну, естественно, сначала белыми, потом желтыми. И только потом уже как переходной этап уйти в красный. Потому что если мы сейчас идем в красный на те же трэш-холды, мы собираем говно состав и сидим расстроенные, то, что у нас там изредка залетает что-то из этих $2000, и окупаемость у нас там больше года, и, скорее всего, этот человек просто уйдет с проекта. Ну, понятно, понятно. Ну, у меня вроде бы все, вопросов больше нет. Скажи, тебе что-нибудь может добавить или еще что-то? Вот, ну, в основном, видишь, скорее всего, для тех, кто вот, ну, больше для новичков, наверное, все-таки видео. Может быть, еще что-то добавить. А хрен его знает, что можно еще добавить. В принципе, по максималке-то рассказали. Ну, тогда все. Всем спасибо. Как говорится, всем профита. С нами был Байл. Все ссылочки в описании обязательно смотрите на канал. Добавляйтесь в Телеграм. Всем пока. Всем спасибо, всем пока.